Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Pro et Contra. За и против. Меня зовут Геннадий. И сегодня я вам расскажу о минеральном источнике Фердинанд. Первое упоминание о минеральных источниках в Марианских лазнях датируется 28 апреля 1528 года. Тогда император Священной Римской империи Фердинанд I Габсбургский написал письмо следующего содержания. Уважаемый аббат Антоний, прошу вас отправить образцы минерального источника соленый в Прагу для изучения его свойств. Если вы думаете, что императора интересовали лечебные свойства этого источника, вы заблуждаетесь. Цели были совершенно меркантильные. Он предполагал, что из этого сильно минерализованного источника, богатого солями, удастся выпаривать обычную кухонную соль, которая была в большом дефиците не только в Чехии, но и во всей Европе. То есть он предполагал, что можно будет открыть солеварну и добывать соль из соленого источника, который сейчас называется Фердинанд. Чем закончились эти изыскания, мы не знаем. Как вы понимаете, в XVI веке наука была на некотором развитии не таком, как сейчас. Были, безусловно, врачи, были какие-то химики, но до чего они там договорились и что они исследовали, документально неизвестно. И до сих пор мы об этом ничего не знаем. Мы только с уверенностью можем сказать, что в XVII веке уже появилось несколько различных публикаций и исследований касаемо этого источника. Ученые, они исследовали этот источник и выяснили, что, конечно, выпаривать соль из него, наверное, возможно. Но главное то, что этот источник обладает лечебными свойствами. Регулярного лечения не было, какие-то отдельные вылеченные существовали, видимо, на них ссылались, что удалось кого-то вылечить этими источниками. Главное свойство этого источника было это лечение желудочно-кишечных заболеваний. Этот источник обладал, благодаря тому, что в составе его была глауберова соль, слабительным действием. Но какого-то лечения именно минеральной водой тогда еще не было. Вы должны понимать, что вот эта красота, которая нас сейчас окружает, она появилась в Марианских лазнях только в конце 18 и начале 19 века. А до этого, сейчас Лара вам покажет наши леса, здесь был дремучий, просто конкретно дремучий лес. Такой, как в Кладске, были непроходимые болота. И, соответственно, ни о каком лечебном использовании источников речи вообще не было. Здесь не было дорог, здесь не было даже никаких ни деревень, никакого населения. Рядом в Ушавицах было там несколько буквально домов, каких-то крестьян, каким образом сюда попавших, неизвестно. А так здесь ничего этого не было. Соответственно, весь 17 век тоже были такие неторопливые исследования, как его использовать, можно ли что-то использовать. Но дальше дело не двигалось. Тормозило развитие нашего теперь уже курорта и использование минеральных источников, то, что в этих местах были цинковые рудники. Здесь добывался цинк. Соответственно, Славковское горное управление, которое управляло этими рудниками, оно всячески тормозило развитие этих мест. Несмотря на то, что эти земли, эти леса, они принадлежали Тепельскому аббатству, само аббатство
такие были странные тогда законы, не могло никак пользоваться этими лесами. Запрещено было вырубка леса, потому что добытчики цинка говорили: ай-яй-яй, нам очень нужен этот лес для добычи. Писали жалобы на аббатство. И аббатство не только не могло использовать эти источники в лечебных целях, но оно и не могло использовать даже для той же добычи соли, о которой в 16 еще веке мечтал Фердинанд I. Все изменилось в конце 18 века. Как всегда, роль личности в истории. Был такой замечательный аббат в Тепельском аббатстве Криштоф Таутмансдорф, который 9 декабря 1786 года сумел добиться, благодаря своим связям во дворе, то есть его родственник был в Австрийской империи известным человеком, то есть он управлял чеканкой монет и годным делом. И вот с его помощью удалось выкупить у годного управления Услаковского эти земли в полное использование аббатству. Собственно, вот только тогда практически начались работы по исследованию этих источников. К этому подключились врачи, которые служили в аббатстве. Было доказано лечебное свойство этих источников. И, собственно, в начале 19 века уже начали строиться лечебные дома, которые были как бы первым поселением в этом месте, которое потом назвали Мариенбадом, вот, где начали лечить этой минеральной водой. То есть именно лечить на регулярной основе. То есть приезжали люди специально в лечебных целях. Здесь принимали ванны, водное лечение. И было уже точно доказано, что источник Фердинанд имеет лечебные свойства. Это глубоководный источник. Он залегает на глубине 65 метров. И, как показали исследования, источник здесь не один. Здесь Фердинандов целых 7. Непосредственно вот в этой пирамидке это Фердинанд I. Один из выводов. Второй вывод Фердинанда непосредственно выведен под колоннадой Фердинанда. Это все источник Фердинанда I. Фердинанд VI используется для разлива минеральной воды под торговой маркой «Эксельсиор». Вот там вот расположено здание бывшей соливарни, в которой сейчас разливают эту минеральную воду после некоторой обработки, естественно, чтобы она хранилась. Крестовый источник, который находится у главной колоннады нашего города, в павильоне Крестового источника, рядом с главной колоннадой, это тоже, он относится к группе источников Фердинанд. Он отличается только меньшей минерализацией, и эти источники отличаются друг от друга составом, немножко больше или меньше СО2. А так это аналогичные источники. Учитывая, что уже несколько веков доподлинно известно, что этот источник имеет лечебное значение, это подтвердилось уже там, в начале 19 века, строились лозенские дома, развивался курорт, и с тех пор уже 200 лет этот источник успешно лечит большое количество больных. Главное его свойство – это лечение желудочно-кишечных заболеваний и лечение заболеваний обмена веществ. Пить его с какими-то другими целями, в общем-то, бесполезно, только если так, как бы в столовых целях, как столовую воду. Вот. Как употреблять этот
как правильно употреблять этот источник. Мы были на консультации в Новых Лазнях у врача-курортолога еще в наш первый приезд. И четко это знаем и с вами можем поделиться. Пить его нужно 3 раза в день за полчаса до еды. Желательно после того, как вы попили источник непосредственно у колоннады, потом совершить небольшой таринкур, получасовую прогулку, и после этого уже, собственно, приходить к трапезе, приступать к трапезе. Количество воды, здесь лучше пить ее без фанатизма. Это где-то 200-300 грамм, в зависимости от вашего веса и в зависимости от возраста. Конечно, детям поменьше, там, людям среднего возраста, то есть вполне там 250-300 грамм, это нормальная доза. Пить источник лучше через поильничек. Есть такие лазенские поильнички, вы наверняка их здесь увидите. Они носят не только как бы декоративное назначение, они, безусловно, как бы украшают сам процесс употребления воды. Они защищают ваши зубы. Дело в том, что источники достаточно активные, и они, в общем, могут разрушать и менять цвет вашей зубной эмали, что вам совершенно, я думаю, не нужно. Поэтому лучше пить или из обычного стакана с трубочкой, или из этого поильничка. То, что вам это лечение поможет, мы вам гарантируем. Это проверено на большом количестве людей. Кроме этого, особенно вот источник Фердинанд, он очень вкусный. То есть он действительно имеет такой приятный, минеральный, солоноватый вкус. И, конечно, его выпить можно очень много. Но советую вам не злоупотреблять и пить в тех пропорциях и в том порядке, как мы вам рассказывали. На этом краткий экскурс в источник Фердинанд я заканчиваю. В последующих видео мы вам расскажем о других источниках минеральных вод Марианских Лазней. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ругайте, хвалите. До новых встреч. До свидания, друзья.